ЧВК – частные военные компании. В последние годы эта тема стала очень популярна у страйкболистов, но, к сожалению, довольно часто так называемые страйкбольные ЧВКшники совершенно не соответствуют правильному образу. В этом видео я покажу, как более или менее корректно воссоздать образ оператора ЧВК в страйкболе. И, кстати, с вами Марти, и это Страйкбольная Академия. Сначала разберемся, что такое ЧВК или на английском языке PMC – Private Military Company. Это коммерческие организации, которые оказывают услуги по охране объектов, важных персон, сопровождению наземных конвоев и судов, обучению силовых подразделений, а также разведке и аналитике. В основном ЧВК работают в зонах боевых действий или в местах с нестабильной обстановкой. ЧВК могут быть как относительно небольшими компаниями, так и огромными транснациональными корпорациями. Например, британская ЧВК G4S. Это крупнейшая в мире частная военная компания, в которой работает 660 тысяч человек. Армии многих стран мира намного меньше, чем количество сотрудников в этой компании. Если вы хотите заниматься моделированием ЧВК, то вы должны выбрать конкретную частную военную компанию, изучить фотографии ее сотрудников и закупить то снаряжение, которое используют ее операторы. Вся необходимая информация, фото и видеоматериалы находятся в интернете в открытом доступе, но для ленивых вот ссылка на один из крупнейших русскоязычных пабликов, где находятся фотографии операторов десятков частных военных компаний. Выбирайте ту, которая вам больше нравится, и моделируйте. Ну а если у вас нет желания заниматься моделированием конкретной частной военной компании, а хотите просто иметь корректный внешний вид оператора ЧВК, то вам достаточно придерживаться общих правил по собирательному образу ЧВК в страйкболе. Начнем с обуви. Это военные или трекинговые ботинки, желательно известных марок. Оптимальный цвет черный или песочный. Одежда. В основном операторы ЧВК не используют камуфляж, только однотонная одежда, потому что внешне они должны заметно отличаться от военнослужащих. Конечно, отдельные операторы или даже все операторы конкретной ЧВК могут использовать камуфляж. Все зависит от ситуации и специфики их работы. Например, одна из первых в мире частных военных компаний, южноафриканская Executive Outcomes, проводила спецоперации в африканских джунглях, и камуфляж ее сотрудникам был просто необходим. Хотя, честно говоря, в то время еще и не было общих требований к внешнему виду операторов ЧВК. Нередко современные операторы ЧВК носят комбинезоны, но намного чаще используют раздельные элементы одежды. Нижняя часть. Обычно тактические брюки желательно известных марок, например, 5.11, Black Hawk и другие. Если на эти бренды денег у вас не хватает, можете брать и более дешевые аналоги, например, Helicon Tex или подобные марки. Брюки должны быть без встроенных наколенников, но по крайней мере я на фото реальных операторов ЧВК данного элемента не увидел. Обычные наколенники и налокотники при необходимости допускаются. Верхняя часть – это футболка или рубашка милитари покроя. Отмечу, именно рубашка, а не военный китель, хотя некоторые частные военные компании используют военную форму одежды. Для холодного времени года наиболее допустимы флисовые и софтшелл куртки. Цвет одежды лучше подбирать под ту местность, в которой вы обычно играете. Например, олива, хаки, тан или браун. Но если маскировка для вас не особо важна, берите то, что вам больше нравится. Ориентируйтесь на фото реальных операторов ЧВК. Головной убор. Обычно это бейсболка, но также можно использовать и панаму. На холодное время года флисовая шапка. Также можно использовать противоударные или баллистические шлемы для городских операций. Защитные очки желательно использовать противоосколочные или хотя бы их реплики. Для защиты лица и шеи от солнца и пыли операторы ЧВК нередко используют шимаги.
Оператор ЧВК обязательно должен носить бронежилет. Исходя из этого, есть два варианта используемого снаряжения. Первый вариант – это использование обычного бронежилета. Для страйкбола наиболее удобным вариантом будет бронежилет пака, потому что его реплики достать не очень сложно. Ну а если паки нет, то можно использовать и аналогичные бронежилеты. Поверх бронежилета вы надеваете ваш разгрузочный жилет или честрик. Зависит от ваших предпочтений и основного оружия. Второй вариант – это бронежилет или Plate Carrier с интерфейсом Molly. На него вы устанавливаете необходимые подсумки. Наиболее популярный вариант – это бронежилет Cirrus, но есть и более удобные современные модели. Смотрите фото реальных операторов ЧВК. Также каждый оператор ЧВК должен носить на себе ID. Обычно он крепится на бронежилет или вешается на шею. Единого образца для ID по сути не существует. Все зависит от конкретной компании и требований заказчика. Но в интернете вы можете найти немало образцов ID для страйкбола. Основное оружие я рекомендую выбирать между АК-серией и М-серией, она же платформа AR-15. Ассортимент винтовок М-серии очень широк, допускаются к использованию не только военные, но и гражданские карабины. Из АК-серии доступны автоматы калибра 7,62, то есть платформа АК-47 и его подобие. В этой линейке выбор также довольно широк. Можно использовать не только российские и советские АК, но также китайские, румынские, болгарские и так далее. В комментариях к прошлому выпуску немало людей спрашивало, где я снимаю страйкбольную академию. Это магазин Митфорд в Краснодаре. Крупнейший страйкбольно-экипировочный центр в Южном федеральном округе. Большой выбор как товаров для страйкбола, так и военной экипировки. Ссылка на их сайт и группу ВКонтакте в описании к видео. Немного информации о российских частных военных компаниях. По сути, такого определения, как российская ЧВК, не существует, потому что в нашем законодательстве ничего не написано о частных военных компаниях. Есть только частные охранные предприятия. И некоторые подобные компании иногда работают за границей и выполняют те же функции, что и частные военные компании, то есть обеспечивают охрану объектов, конвоев, судов, военную аналитику, разведку и другие подобные функции. Исходя из этого, можно заключить, что российские ЧВК существуют по факту и, соответственно, их можно моделировать. В основном внешний вид сотрудников российских ЧВК соответствует тем требованиям, которые я описал выше, но все-таки я рекомендую ориентироваться на фотографии реальных сотрудников. Надеюсь, видео было для вас полезно, так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, в описании много полезных ссылок и не будьте дрищами.